Всем привет! В этом сюжете я расскажу о своем путешествии на Кипр. Расположен он в северо-восточной части Средиземного моря и разделен на две части – северную, турецкую часть острова, и южную, греческую. Этот раздел произошел в 1974 году в результате военного конфликта между турецкими и греческими силами. Для желающих посетить остров добавлю, что прилетать на него стоит в аэропорты, расположенные в южной его части, в городах Ларнака и Пафос, поскольку северная часть считается оккупированной. Я начинаю свое путешествие в Ларнаке, где живет мой близкий друг. Главной достопримечательностью города является церковь Святого Лазаря, православный храм IX века. Внизу находится саркофаг, который нашли в 1972 году в результате ремонтных работ после пожара. Смотрите, свечки просто лежат, и никто их не продает. Ларнакс значит гроб, саркофаг. Название города ассоциируют именно с этим словом. Один из 20 самых древних непрерывно заселенных городов мира за последние 4000 лет. Это центральная набережная. Здесь вот кафешки. Мы присели пиво попить. Вот такие вот. Центральный пляж. Да, это центральный пляж получается. Да, это центральный городской пляж. Я здесь ни разу не бывал. А здесь написано где-то, что это база, а вот въезд, и никого нет, ни КПП нет, ничего. Британская военная база. На Кипре левостороннее движение, но к этому быстро привыкаешь. Красные номера на автомобилях означают, что автомобиль прокатный. Fish and chips. Порция такая. Это fish and chips. Если что, моя рука меньше, чем этот самый. Вода вообще прям чистая-чистая. Прозрачная. Это вот здесь на базе же мы. На английской. На Кипре очень много ресторанов. И практически везде очень вкусная еда. Даже в самых маленьких деревушках можно найти отличный и недорогой ресторан. В общем, на Кипре есть такая тема, называется мезе. Женек заказал, говорит, что это убийство едой. Это правда убийство едой, нам несут, и несут, и несут, и несут. Я уже просто, есть не могу, но так все вкусно. Вообще просто. Мы едем на северную часть острова. И первым городом на нашем пути встречается Айя-Напа. Это курортный город, поэтому не в сезон концентрация людей на улицах заметно уменьшается. Но несмотря на это, пляжи все равно не пустуют, и повсюду слышна русская речь. Далее нам встречаются невероятные по своей красоте места. Мост влюбленных – это чудо создано природой без вмешательства человека. Каменная арка. Эта скальная арка была создана в результате естественных природных процессов. Пещеры рядом с православной церковью, расположенные на берегу моря. Коннос-Бэй на мысе Грека – один из самых живописных пляжей Кипра и лучшее место для отдыха с детьми. Он расположен у подножия холма и окружен живописными скалами. Преодолев 2 пропускных пункта, мы попадаем на северную часть острова, в город Фамагуста. Квартал Вароша, так называемый город-призрак. Во время турецкого вторжения на Кипр в 1974 году из квартала Вароша было полностью изгнано греческое население. Вскоре после закрытия квартал был разграблен и сохранился в таком виде до настоящего времени. Старый город Фамагуста спроектировал Леонардо да Винчи. Он окружен 3-километровой стеной с 15 крепостными башнями. На его территории расположен собор Святого Николая, построенный в начале XIV века. После захвата Фамагусты турками в 1571 году собор переделали в мечеть. В 1954 году переименован в мечеть Лала Мустафы Паши в честь военачальника, который командовал осадой Фамагусты. Рядом с собором растет фиговое дерево, которое было посажено еще при закладке храма в 1299 году. На улицах древнего города сохранилось множество красивых строений и памятников истории. Среди них
замок Отелло, который был построен в 1310 году. Его имя связано с известной трагедией Шекспира «Отелло», согласно которой венецианский комендант Кипра из ревности здесь задушил свою супругу Дездемону. Легенда об этом преступлении связывает с драматическими событиями жизни губернатора Кипра лейтенанта Христофора Мора, правившего островом в 1505-1508 годах. Далее мы посещаем руины древнего города Саламис. Археологи склонны считать, что первые жители города пришли сюда после землетрясения 1075 года до нашей эры. Большой банный комплекс Саламиса начинался со двора, окруженного с 4 сторон колоннами. Во время правления Августа с 31 года до нашей эры по 14 год нашей эры каменный бассейн со статуей императора занимал его центр. Два бассейна занимали два конца восточной колоннады. Они были украшены мраморными статуями. Первая часть бани состояла из двух восьмиугольных холодных помещений, между которыми находилась центральная парилка. В одном углу находились уборные на 44 человека. Еще одни уборные располагались в северной части комплекса. Нынешние руины театра датируются временами правления Августа. Его зрительный зал первоначально состоял из 50 рядов сидений и вмещал более 15 тысяч зрителей. Следующей остановкой на нашем пути будет монастырь Святого Варнавы. С монастырем связана история многовековой давности. Основан он был в V веке. Позднее монастырь подвергался перестройкам и реконструкциям, а во время византийско-арабских войн он был разрушен. В настоящее время церковь Святого Варнавы – это музей икон. В ней находятся иконы, которые относятся к XVIII-XIX векам. Во время конфликта с Турцией в 1974 году вплоть до 1976 года в монастыре оставались 3 монаха, которые поддерживали сохранность религиозного сооружения. Они возвели колокольню, написали некоторые иконы и фрески. В стенах современного монастыря расположился археологический музей. Возраст некоторых экспонатов около 2500 лет. Гробница Святого Варнавы находится в 150 метрах от монастыря в специально построенном мавзолее. Из часовни ведет лестница в пещеру, расположенную прямо под зданием. В этой пещере находится гроб. Пустой. Поскольку мощи Варнавы были перенесены в XII веке в Никосию, далее судьба их доподлинно неизвестна. Перед нами гора Бишбармак, что в переводе с тюркского 5 пальцев, расположенная в горной цепи Кирения, на которой находится один из 3 средневековых замков Буфавента, куда мы держим путь. А на перевале перед горой есть отличный турецкий ресторан с одноименным названием, где мы остановились перекусить. Здесь очень вкусно готовят фирменное блюдо адан кебаб. Это мезе? Нет. Поднимаемся по горному серпантину вверх, до стоянки. Далее пешком. Нам предстоит подняться на самую вершину горы. Замок Буфавента был построен византийцами примерно в VII веке с целью противостояния и защиты от арабских набегов. Эта неприступная крепость располагается на высоте 940 метров над уровнем моря. Приближаясь к вершине горы, мы переходим с одной ее стороны на другую, и перед нами открывается вид на море. А ступени все круче, подниматься становится все труднее. Еще дальше, да? Фух. Мы на вершине. Фитнес-браслет показывает чуть больше 2500 шагов. Название замка имеет итальянское происхождение и означает «защита от ветров». Находясь на вершине, понимаешь, что ветер здесь постоянный спутник. Буфавента располагается на 2 уровнях. Первый уровень представлял собой бастион с входными воротами. В этом же бастионе есть камин, расположенный в караульном помещении, которым можно воспользоваться и сейчас. По серпантину мы спускаемся с гор в столицу Кипра Никосию, которая, как и остров, разделена на 2 части – южную и северную. По пути встречаем флаг самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, которую признала лишь Турция. Но в соответствии с международным правом официальной властью здесь является правительство Республики Кипр. Вновь преодолев 2 пропускных пункта, мы попадаем в южную часть Никосии. Арбат напоминает. Ну да. Что-то такое. В
В историческом центре города, как и везде на Кипре, очень много ресторанов и кафешек. Памятник прав человека находится в Никосии рядом с контрольно-пропускным пограничным пунктом между Южным и Северным Кипром. Он символизирует веру жителей города в права человека как единственную предпосылку для мира и свободы. Кипр входит в Европейский Союз, точнее южная его часть, поскольку Европейский Союз считает, что север острова не контролируется правительством Республики Кипр. В магазинах Южного Кипра очень много европейских продуктов. Выбор просто огромный, но я вам советую попробовать кипрский сыр халуми. Это твердый сыр, который жарят на мангале или на сковороде. Мы поднимаемся высоко в горы Тродос, где находится монастырь Троадитиса, основанный в 1250 году. Монастырь не культурный объект для массового посещения туристов, это место для паломничества. В его стенах находится чудотворная икона Божьей Матери, которая носит название «Чудотворный образ Пресвятой Богородицы Троадитисы», и пояс Богородицы, который носила киприотка и горячо молила Богородицу помочь ей зачать и родить. Когда это произошло, она передала свой пояс на хранение в монастырь. Считается, что если опоясать им талию, он помогает излечиться бесплодным женщинам. Именно с этой целью в монастырь приезжают многие семейные пары, желающие иметь детей. А мы движемся дальше. Проезжаем вот такой кемпинг высоко в горах, где отдыхают люди в автодомах и палатках. И следующей остановкой на нашем пути будет самый известный монастырь на Кипре, расположенный в Кикосе. Он был основан в XI веке, и в нем находится главная святыня Кипра, чудотворная кикская икона Богородицы. По преданию, при ее жизни написанная апостолом и евангелистом Лукой. Съемка в здании монастыря запрещена, поэтому я снимаю лишь внутренний двор. На протяжении столетий местные жители почитали икону Кикской Божьей Матери, а чудеса, происходившие на острове, объясняли ее присутствием. Образ младенца и Богоматери спрятаны под покладом, повторяющим контур изображения. Сам оклад надежно закрыт драгоценной, тяжелой бархатной пеленой. Лик Божьей Матери не виден никому. Богоматерь Кикская является уникальным феноменом, ведь все подобные ей иконы имеют открытые лики младенца и Марии. Только раз в году она покидает монастырь и открывает лик. Монахи выносят святыню на вершину соседней горы Трон и оставляют ее там для молебна. И даже в это время они не имеют права смотреть на образы. На территории монастыря находится музей с произведениями христианского искусства и сокровищницей, которая составляет его неотъемлемую часть. Неподалеку от Кикского монастыря находится могила первого президента Кипра Макария III, занимавшего этот пост с 1960 по 1977 годы. Вместе с тем он был предстоятелем автокефальной Кипрской православной церкви. Это очень почитаемый человек, улица с именем которого есть практически в каждом населенном пункте острова. Здесь открываются очень красивые виды, много зелени. Рядом с могилой установлен памятник и очень красивые иконы. Спустившись с гор, мы попадаем в город Лимассол, второй по величине город Кипра, крупный экономический, культурный и финансовый центр с населением 235 тысяч человек. У Лимассола репутация самого русского из городов Кипра. Гостиничный персонал свободно разговаривает на русском, афиши с концертами артистов из России, вывески и указатели на кириллице. Пульсирующая ночная жизнь, современные аквапарки и множество ресторанов. Прогулявшись по центральной набережной, мы возвращаемся в Ларнаку, где в субботу вечером народ тоже веселится и гуляет. Ну чё? Вообще класс. Расположился я в деревне Пила, что в 10 километрах от Ларнаки, в уютной квартире с общим бассейном. В сезон такая квартира стоит 60 евро в сутки. Сегодня на велике катаемся. Едем смотреть акведук через всю Ларнаку. Километров на 30, наверное, у нас прогулочка получится. По пути нам встречаются набережная Маккензи, соленое озеро, где зимуют розовые фламинго, и церковь Панагия Фанеромени. Вот это мы приехали на акведук. Вот такая вот красота. Акведук Камарес – одна из достопримечательностей Ларнаки. Построен он был в середине 18 века. Вот такие домики жилые, вот частные дома.
Очень много разных, вообще абсолютно разных домов. Деревня Ливадия. Вот здесь вот такие домики. Вот такие. Вот такие разные. Есть многоквартирные, есть большие, частные. 30 не получилось. Километров проехать. Получилось 55. Я надеюсь, ноги завтра у меня болеть не будут. Фу. Передвигаюсь по городу я преимущественно на велосипеде. Не могу сказать, что дороги приспособлены для велосипедистов, но присутствуют некоторые участки с велосипедными дорожками. На набережной Маккензи, вблизи аэропорта, есть пляж. Тут взлетают самолеты, поэтому любители селфи могут сделать здесь отличный кадр. На острове большое разнообразие пляжей. Городские, дикие, пляжи при отелях. Вход на все пляжи абсолютно бесплатный. Более чем 50 пляжам Кипра присвоен голубой флаг. Знак, свидетельствующий о соответствии самым высоким стандартам качества и безопасности. Вода в Средиземном море чистая и приятная, с высокой концентрацией соли, поэтому тело на воде очень хорошо держится. Вот такие полупустые пляжи в октябре месяце. Но вода очень теплая, чистая. Ну вот и подошло к концу наше путешествие. Это было очень вкусно, очень красиво и безумно интересно. Всем спасибо за внимание.